Здравствуйте, зрители моего канала. Сегодня я хочу показать последнюю часть обзора моей коллекции фильмов от Universal. Сегодня у нас издания в слипах простые, издания в слипах с карточками и буклетами. Итак, давайте начинаем. Первое кино — это фильм Зака Снайдера «Рассвет мертвецов». Оно у меня представлено в таком вот более позднем издании. Здесь двухсторонняя обложка, я перевернул ее таким образом. А это обложка, которая была изначально. И здесь у нас идут 11 карточек. Так они выглядят с задней стороны. Это у нас ремейк фильма Ромеро. И это самый первый фильм, который снял Зак Снайдер как режиссер. Такие вот карточки идут в комплекте. Далее. Следующее у нас это «Семейка Адамс». Это мультфильм 2019 года, анимационный фильм. Присутствует внутренний арт. Здесь идет буклет с заданиями для детей. Раскраски, другие задания. Такой вот буклет. И также здесь идет 4 карточки, в которых с одной стороны такое вот изображение, как и на обложке, а с другой стороны главный герой. Это у нас Гомес, Паксли, Мартиша и, наконец, Уэнсдей. Такое вот издание данного мультфильма. Вторая часть у нас, увы, не выходила на носителях с русским языком. Далее, следующее кино. Это трилогия «Назад в будущее». Данное издание я показывал в отдельном видео. Издание идет на 4 диска. И что диск — это дополнительные материалы. И здесь у нас идет 8 карточек. Это у нас первый фильм, третий фильм. Постер ко второму фильму. И постер к первому фильму. Просто DeLorean задней части. Эммет Браун на часах. Два героя вместе.
еще Делориан и Макфлай в будущем. Такое вот издание. Далее, следующие два фильма, это фильм одного режиссера. Первый фильм, это у нас «Маяк». Здесь у нас снялись Уильям Дефо и Роберт Паттинсон. В этом отношении фильм достаточно камерный. Здесь не так много актеров снималось. Кроме того, это фильм черно-белый и снятый не в широком формате. И с данным фильмом идут карточки, у которых с задней стороны мы видим сам этот маяк, а с другой стороны изображение из фильма. Персонаж Уильяма Дефо, лампа маяка, сам маяк, два персонажа вместе и Роберт Паттинсон. Такое вот издание этого фильма Роберта Эггерса. Далее, следующее кино, это опять же фильм Роберта Эггерса, фильм «Ведьма», в котором снялась Анна Тейлор-Джой. Так он выглядит внутри, данное издание. Также присутствует внутренний арт, простой. И здесь также идут карточки. С одной стороны просто написано название фильма, а с другой зло принимает разные формы. Такую форму. Зло принимает такую форму. И, наконец, форму зайца. И кроме того, в данном издании, на данном диске нету дополнительных материалов, но к данному изданию есть такой вот буклет, где рассказывается о создании данного фильма в текстовом виде. То есть картинок не так много, изображений. Здесь больше текста написано. А вот сама Аня Тейлор-Джой. Такое вот издание. Фильм Роберта Эггерса «Ведьма». Далее, следующее кино. Это фильм Гильермо Дель Торо «Хеллбой 2. Золотая армия». Так выглядит спереди данное издание. Так оно выглядит сзади. Здесь у нас также есть внутренний арт. И здесь идет сразу два буклета. Первый буклет это у нас комикс. Такой вот комикс. А второй буклет эта страница содержит некоторые записи и наброски дневников самого Гильермо Дель Торо, когда он создавал данный фильм. И, наконец, данному изданию также идут карточки.
С задней стороны они выглядят вот так. Hellboy. И, наконец, последняя карточка. Вот такие вот карточки идут в комплекте данному фильму. Далее, следующее кино. Это у нас фильм «Обливион». Так вот выглядит буклет, слип данного фильма. А так основная обложка. Здесь у нас показан мост на внутреннем арте. И здесь также идут карточки. Том Круз. Такая карточка и такая вот. А сзади на них просто изображено небо. Такой вот фильм с Томом Крузом «Обливион». Далее кино, которое я тоже показывал в предыдущих видео. Это фильм Питера Джексона «Страшилы». Это был слип, а это основная обложка. Внутренний арт данного издания. И карточки. Задняя обложка карточек. И спереди. Это фильм с Майклом Джексоном, с Майклом Джейм Фоксом. Такие вот карточки. Фильм Питера Джексона «Страшилы». Далее, следующее кино, это фильм «Человек-невидимка», фильм 2020 года. Это слип данного издания. А это основная обложка. Внутренний арт с главной героиней, которую сыграла Элизабет Мосс. Здесь у нас есть буклет с кадрами из фильма. Такой вот буклет. И карточки. Так они выглядят с задней стороны.
Здесь у нас представлены изображения из фильма. Такое вот кино «Человек-невидимка». Один из последних фильмов студии Universal, который у нас выходил. И, наконец, последнее издание с карточками. Это «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». У нас основная обложка. Фильм с Робертом Дауни-младшим. После того, как он прекратил сниматься в фильмах Marvel. Это первый фильм. Слип повторяет основную обложку. И карточки здесь небольшие. Так они выглядят. Первая карточка, вторая, третья и четвертая. Удивительное путешествие доктора Дулиттла. И остались издания в простых слипах. Просто в слипах и без каких-либо карточек. Первый фильм — это фильм с Джимом Керри. Фильм Рона Ховарда «Гринч. Похититель Рождества». Такой у нас слип. Это у нас основная обложка, которая полностью повторяет обложку слипа. Внутренних артов здесь нету. Далее фильм Дэнни Бойла «Yesterday». Вчера. Это у нас слип. Это у нас основная обложка. И внутренний арт данного издания. Далее, следующее кино — это фильм Джордана Пила «Мы». Здесь у нас повторяется обложка и изображение слипа. А вот задняя часть немножко отличается. Присутствует внутренний арт. Такой вот с главными героями. Такой вот фильм «Триллер». Далее, следующее. Это у нас фильм Дамьена Шазела с Райаном Гослингом «Человек на Луне». Здесь у нас два диска. И на слипе изображен взлет ракеты. Взлет аппарата космического. Фильм с Райаном Гослингом «Человек на Луне». Далее фильм Стивена Спилберга с Мэрил Стрип и Томом Хэнксом. Фильм «Секретное досье». Здесь у нас полностью повторяется изображение спереди и сзади. Такая вот накатка диска.
Далее фильм «Черный клановец». Фильм Спайка Ли. Данный фильм выиграл Оскар за лучший адаптированный сценарий на Оскаре 2019 года. Как можно видеть, здесь изображение спереди немножко отличается. Далее, следующее кино. Это известный фильм «Убить пересмешника», где главную роль сыграл Грегори Пек, который выиграл Оскар за данный фильм. Экранизация книги Харпер Ли. Далее фильм Стэнли Кубрика «Спартак». Он у меня представлен в таком вот издании. Главную роль здесь сыграл Кирк Дуглас. Далее издание с мюзиклами «Призрак оперы», который был сыгран в Королевском Альберт-Холле, и его продолжение «Любовь никогда не умирает». Два мюзикла Эндрю Ллойда Веббера. Два диска с этими мюзиклами. И, наконец, последний фильм, который я хочу сегодня показать. Это фильм Джона Хьюза «Дядюшка Бак». Здесь мы видим Макалея Калкина. Главную роль здесь сыграл Джон Кенди. Но для Макалея Калкина это важный фильм, потому что именно в этом фильме Джон Хьюз, продюсер «Один дома», увидел данного актера и решил снять «Один дома» фильм. Такое вот издание. А на этом мой обзор фильмов на Blu-ray от студии Universal заканчивается. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки. Ждите следующих видео. А на этом все. И пока.